Всем привет, ребят! Чё с погодой? Где я оказался? И как вообще так произошло, что я был на юге, где солнышко, а теперь, блин, в дожде, и здесь холодно и мерзко. Это совсем не похоже на райскую жизнь и на Муйне. Все потому, что я в Хаяне. Ха-ха-ха, я уже в Хаяне, ребят. Локации в моей жизни в последнее время меняются просто как перчатки. Действительно много перемещаюсь, и вот так вот получилось на небольшое время заехать в Муйне, понежиться на солнышке. А теперь я уже снова в Хаяне, здесь идут дожди и не очень хорошая погода. Сейчас еду куда-нибудь позавтракать, время 2 часа дня. Ну что, погнали! Ребят, я приехал сюда уже пару дней назад, и вот первый день сегодня решил поснимать. Сейчас нахожусь в поиске какой-нибудь кафе, где можно поесть, потому что Иисусий дом находится чуть-чуть подальше от центра города. И здесь уже прям нужно кататься и выискивать какую-нибудь кафешку. Пока что все закрыто, гоняю туда-сюда по мокрым улицам. Вот нашел какой-то прикольный буддийский храм. Так, вроде бы нашел какую-то кафешку. Смотрите, здесь грибы растут прямо на деревьях. Надеюсь, меня здесь покормят. Достаточно уютное местечко. Смотрите, как здесь прикольно. Да, найти жрачку здесь оказалось не так-то просто. Заказал латте, здесь кроме кофе ничего вообще нет. Просто нет еды. Блин, что за квесты вообще? Я объехал, наверное, 5 кафешек, они были все закрыты. Пора уже взбодриться и начать уже показывать и рассказывать, что вообще происходит, ребят. Ну что ж, в общем, как вы поняли, нахожусь я в Хаяне, в дожде. Смотрите, как здесь мунсунно, красиво, природно. Все цветет, растет и дышит. Начну по порядку. Сегодня 25 декабря, в преддверии Нового года. Я приехал сюда к друзьям, селился в доме, который снял Иисус. Попозже я вам его покажу. Также там живет Вита, которого вы видели в стримах у Иисуса, если вы их смотрите, и Антон. Поспрашиваем и узнаем, чем же они там занимаются в этом доме, какие у них планы на этот дом, да и вообще в целом на жизнь. Контраст, конечно, зашкаливает, друзья. После лета ворваться в дождливую погоду. Но знаете, чем мне и нравится Вьетнам? Так это тем, что здесь вот эти перемещения между городами, они не такие сложные, как это было в Индии. Сел в автобус, через 10 часов ты уже находишься в другой климатической зоне, совершенно в другом мире. В последнее время я стараюсь заставлять себя чаще перемещаться из точки А в точку Б, посещать разные места, города и так далее. Поэтому надеюсь, что на Хаяне я не остановлюсь и не зависну здесь с ребятами. Отмечу здесь Новый год, а дальше рвану, не знаю, куда. Реально, серьезно, я не знаю, куда я поеду. Мест много, много разных городов. Но одно я знаю точно. Я хочу поехать туда, где сухо, тепло и комфортно. Кстати, кто следит за моим телеграм-каналом, те, в принципе, видели все мое путешествие, перемещение из Муйне сюда и в курсе всех последних событий. Так что, если вам интересно, подпишитесь на мой телеграм, ссылку оставил вон там внизу, но будьте осторожны, там спойлеры, видео выходит позже, поэтому, кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь. О, thank you. Принесли кофе, спасибо, милашка. Ну что ж, не самое плохое утро. Начать с чашечки вкусного латте в приятном цветущем саду. Что ж, друзья, всех с добрым утром и всем желаю хорошего дня. Знаете, что еще заметил, когда я был в Муйне, когда я оттуда уезжал? Там прям наступил настоящий сезон. Распогодилось, кончились небольшие дождики, началась жара и прям, такая пустынная серферская атмосфера. И так как грядет Новый год, все вьетнамцы, хоть они и не отмечают его так, как мы, 31 декабря, они все кругом все начинают украшать, декорить, вешать игрушки, елочки, дождики. И конкретно в Муйне это казалось крайне странно, потому что там, реально такая пляжная атмосфера, и вот эти все елочки и мишура выглядят как-то несуразно. А вот здесь, в Хаяне, здесь уже немножко другая атмосфера, здесь попрохладнее, на улице постоянный дождь. Сколько я сюда приехал, он не прекращается. И будет здесь еще такая погода, говорят, примерно 2 месяца. 2 месяца, ребят, я точно здесь не буду оставаться на 2 месяца, но в этом месте, в преддверии Нового года, хотя бы чуть-чуть, чувствуется какое-то вот такое
новогоднее, такое, знаете, теплое, запах мандаринов. И, в общем говоря, какие-то новогодние эмоции все-таки всплывают в этом месте. Вот что-что, а во Вьетнаме прекрасно делают любой кофе. Где угодно. Что там еще из последних новостей, ребят? Как только я приехал сюда в Хайан, я сразу же заказал себе палатку, заказал себе сковородочку, чтобы можно было готовить на природе. В общем говоря, немножечко обзавожусь кемперским стафом. Как раз в последнем видосе из Буйне я смотрел на палатку, стоящую на пляже, и думал, как бы было прикольно пожить вот немножко вот так, наедине с природой, насладиться тишиной, спокойствием и иметь возможность забираться в такие природные далекие уголки и, естественно, оставаться там с ночевкой. Без палатки это нереально практически, потому что погода, она все-таки здесь изменчивая, и если начнется дождь, не хотелось бы остаться в такой ситуации. Так что, друзья, скрестите пальчики, возможно, скоро появится контент на ютубе путешествующего с палаткой Гринча. Я не знаю, где я буду, я не знаю, что будет происходить, и я вообще не знаю, произойдет ли это или нет, но я к этому стремлюсь. Ну что, кофеек попит, меня немножечко подзбодрил, да. Вообще, конечно, прикольно выезжать даже в дождливую погоду на такие короткие прогулки. Но, честно скажу вам, гоняли мы в Дананг из Хайяна. Тоже был такой дождь, он, знаете, кажется, сейчас он не идет, но на самом деле в воздухе мы как будто в облаке находимся. Солнце, оно, смотрите, где-то над нами, но его практически и не видно. Такая вот погода промерзлая, постоянно находишься в стопроцентной влажности, промокаешь насквозь. И только и хочется, что вернуться домой в тепло, в уют, залезть под одеяло и не вылезать оттуда. Что-то похожее, как в Далате, там было примерно так же. Я уже подъезжаю к дому, и будет сейчас передача по домам, по Иисусиевым храмам. Ну, Тёмыч сам расскажет, что вообще там у них происходит. Вот этот вот дом, это как раз тот самый дом, который снял Джесус. И здесь все мы вместе будем встречать Новый год и жить. Так что сейчас будет экскурсия. Посмотрим, чем там ребята занимаются внутри. Не маленький такой домино, 4 этажа, 5 комнат, дом новый, и вот ребята первые жильцы. В новом доме, конечно, есть преимущество, то, что все свеженькое, все классное, но есть и много минусов, то, что этот дом совершенно не обжит, и в нем очень много всего не хватает. Поэтому ребята все время, сколько здесь находятся, только и занимаются тем, что постоянно что-то заказывают, постоянно что-то дополняют, усовершенствуют и, в общем говоря, создают уют. Не знаю, сколько займет времени, чтобы обустроить полностью вот такую 4-этажную домину, но я думаю, что можно и полгодика провисеть, чтобы при заходе внутрь прям чувствовалось уют, как будто здесь уже давно живут люди. Сейчас сами все увидите. Ну что, ребятушки, котятушки, здравствуй, Джесус. Приветствую, ребята. Приветствуем вас в новом Иисусием жилище. Заходите в гости, проходите в дом Господень. Так, здесь Вита, Антоха, местные смотрители хаты. Да, оставь, пускай проветривается. Тут Вита готовил просто нут, и он сгорел. Поэтому, как ты можешь почувствовать запах здесь. Короче, экскурсия немножко по дому отменяется. Тут сразу заквестили. Значит, мы идем сейчас таскать доски для того, чтобы делать что? Мебель? Да. Нам надо сделать банное пространство. Вита у нас занимается деревом. И благо у нас совсем рядом есть лесопилка, с которой мы можем принести срубов и из них напилить кучу всего. Вита, сколько у тебя обязанностей в этом доме? То есть ты занимаешься плотническими работами, Я всем занимаюсь. ты также еще готовишь еду. Да, также я делаю видео, монтирую. Монтируешь все этот работают. видос? Переплывем уже. Так, кстати, вот этого персонажа еще не было в видосах. Может быть, вы у Иисусе видели Антоху. Чем ты, Антоха, здесь вообще планируешь заниматься? Ты так сюда вписался, типа, в этот дом? Пожить? Да. Надолго? Ну, возможно, на полгода. На полгода. Пожить, поработать. Ну, короче, здесь во Вьетнаме все по контракту, так что вот эта домина на полгода, я так понимаю, контракт подписан, как минимум. А там по обстоятельствам, я так понял. Сейчас в доме проходит клининг. В общем, начищают, намывают весь дом, пришли вьетнамцы. Так, ну что, тут выбирают стройматериал. В общем, будет большая доска, это будет какая-то скамейка, за которой пить чай есть. Вот эти 3, а потом я думаю, а что бы не взять вот эту одну большую и из нее сделать кучу всего. Сейчас мы поговорим, сколько это стоит. Очень удобно, рядом с домом прям есть лесопилка.
можно покупать материалы. Тёмыч, ну теперь можно сказать, что это твой собственный храм. Получается так. Наш. Где прихожане? Прихожане, вот они. Прихожане. Вот они, мы Мы все. сейчас готовим дом к прихожанам, конечно. Там можно было постоянно что-то творческое делать, да, и наполнять его классной энергией. Движуха уже идет полным ходом, пока внутренняя, такая не социальная, да, но все на пути. Да. Так что здорово. Как раз по Новому году инфа, ребят. Так как осталось совсем немного времени, если кто-то хочет Новый год провести с нами вот в этом доме, места ограничены, поэтому если кто-то в Дананге, конкретно для людей, которые рядом находятся, пишите, внизу контакты есть. Не знаем, сколько народу туда поместим, Но но мы ожидаем 10 человек, плюс мы, плюс какие-то еще наши близкие друзья. Ну, до 20 человек примерно. 20 человек на 4 этажа, я думаю, что нормально. Конечно, у нас будет музыка, у нас будет угощение от Вита, у нас будет классная атмосфера, у нас будет баня, не переставая. И Блин, будет- баня вообще, я еще даже не Да. сказал, но в этом доме Классная есть баня. сауна, ребят. Так, с досками что-то не вышло. Все вьетнамцы гнут цену. Сначала одна цена, потом другая цена. Ну, они прям реально прогибают, так что неприятно. Можно в другую лесопилку сходить. Нужно чаще занимать в новом году позу счастливого человека. Также здоровья, уверенности, сил и денег побольше. Отлично. Вот уже новогодние поздравления. Это Таня, она тоже живет в этом доме. Меня не надо выставлять. Я не хочу быть в блоге. Вот видите, ребят, кто-то любит сниматься, кто-то не любит сниматься. Так часто люди, они снимаются, сначала что-то говорят, а потом говорят, нет, меня не вставляйте, пожалуйста, в блог. Назад дороги нет, видео можно считать уже смонтированным. Так, что тут? Готовка начинается. Все, от моей камеры никому не спрятаться. А как получится? Ну, Тань, как я могу снимать блог, если ты не хочешь сниматься? Ну как вот Ну так? ладно, я буду снимать, как ты просто режешь морковь и рассказывать о том, что мы готовим. Что мы будем готовить? Вита, ты главный по кухне, что мы будем есть? Делать хумус. Хумус. Целую чашу хумуса на всю бригаду Где еще маленький работяг. Нам нужно принести мандариновое дерево. В общем, хозяева этого дома, они живут здесь неподалеку по соседству, и у них дофига есть много огорода, различных деревьев. О, что это? Грибы? Грибы? Так, подождите, мандариновые деревья подождут. Смотрите, у нас здесь вырос гриб. Только не заходи в туалет. Грибочек. Это типа зонтик, как в России, может быть даже съедобный. Так вот, вернемся к мандариновым деревьям. У них они есть, прям реально деревья с мандаринами, уже вот с плодами. И мы хотим одно такое дерево принести сюда, будет у нас вместо новогодней елки. Как вам такая идея? И это, в общем, еще один квест на сегодняшний день. Так, ну что, ладно, я пока покажу вообще пространство. Значит, у нас есть вот такой большой холл, рабочее пространство, вон там Тоха работает, огромная плазма, супер комфортный диван. Джесус тут уже, смотрите, сделал стримерскую, тут гитары, ситары, барабаны стоят, все подготовлено для того, чтобы проводить прямые трансляции. Вот это вот не сильно понятная штука, но все вот это пространство занято, смотрите, гигантский стол. Сколько он толщиной, я не знаю. Он настолько тяжелый, что они просто, по ходу дела, построили дом вокруг этого стола и никуда его больше не могут деть. Поэтому он просто как каменный стоит вот здесь, и это превратилось в обеденный стол под лестницей. Здесь в этом доме уже поселились мыши. Да, мы уже поставили мышеловку и ждем сегодня ночью. Возможно, момент. кто-то появится. Да, жарочка готовится. У нас есть салат. Да, у нас салат. Что еще? Здесь у нас Шакшуки. шакшуки, но перемешанные вместе. Луча. Там овощи жареные со специями, с помидорками, со всякими там яйцами и все такое. Огонь, все голодные. Это хозяйка дома, которая еще и по совместительству занимается здесь клинингом, убирает. Смотрите, сколько здесь этажей, чтобы все это убрать. Да, она тут целый день, короче, Она говорит, будет она хлопотать. Устала? Да, но мне кажется, она отлично справилась. Но с нами есть не хочет. Ну, кстати, индусы, когда им предлагают европейскую еду, они вообще не хотят пробовать даже. А вот вьетнамцы, может быть, даже да. Тань, почему ты не хочешь сниматься в блогах? Не любишь камеру? Я тебе не доверяю. Почему? Я не знаю, А что ты мне не такое. доверяешь? Ты же сама говорить, что ты можешь или не говорить. Я же Ну, тут не откуда я знаю, контролирую. что у тебя там в блоге? Какую информацию ты выдаешь людям? Какую? Вот, которую вижу, такую и выдаю. Заговора. Да. Не хочу.
Мы попробуем это сделать, но вы можете приступать. Как операторы на свадьбах, ну, такие, не обращайте на меня внимания, я просто буду здесь. Тёмыч, давай, присоединяйся. Предобеденная молитва должна звучать. Всем приятного аппетита. У нас тут что-то, я не знаю, что это, яишенка, салат и хумус. Салат, хумус. Поесть мы все любим. Да, я наелся даже немножко. Еда классная, Вита, спасибо всем, кто готовил. Ну что, поели, теперь можно и, как говорится, поспать. Вот так вот здесь и происходит кутерьма в этом доме. Постоянно все что-то делают, то поесть приготовить, то что-то посидеть, поработать, потом перекурить, и уже наступает вечер. И вот так вот здесь крутится день за днем, все время в работе, все время в каких-то домашних хлопотах, потому что большой дом — это реально дофига забот, и если просто так сидеть и втыкать, то все захламляется очень быстро, поэтому нужно постоянно что-то здесь делать. Да, район, конечно, это находится не в центре города, сами смотрите, это пригород. Здесь еще даже не построили дорогу нормальную. Магазин нормальный, тоже нужно до него ехать. До центра города тоже нужно минут 7-10 проехаться на байке. С одной стороны, это неудобно, с другой стороны, это тихо. Ну и каждый раз, если нужно что-то закупиться продуктами, придется выезжать в центр города. Вообще в Хаяне не так уж и много больших супермаркетов, где можно купить каких-то хороших продуктов. Ну а что поделать, видать, здесь в пригороде дешевая земля, поэтому в основном застройка такими виллами и за сходную цену происходит именно здесь. Тёмыч долго, конечно, проецировал себе этот дом, долго его искал, смотрел различные варианты и в итоге вот нашелся дом именно здесь. В целом домик красивый. Вот сбоку там пространство, пока что там ничего нет, но они планируют построить там бассейн. Ну и, конечно, бонусом в этом доме является наличие сауны на последнем этаже. Она небольшая, но это очень классно, когда можно натопить баньку, особенно в такую дождливую погоду. Каждый день хочется топить эту сауну. Честно, мне даже страшно подумать, сколько выйдет счет за электричество в конце месяца, потому что никто не знает, во сколько обойдется проживание в этом доме в конечном итоге, так как нужно на многое тратиться, много покупается мебели, и Вита даже уже вот делать начал эту мебель, столы и стулья. На все это требуются деньги, поэтому, конечно, этот дом будет потреблять их еще какое-то продолжительное время, и я надеюсь, что эта сумма будет не сильно завышена, так как электричество в Вьетнаме достаточно дорогое. Пользоваться всеми вот этими комфортными условиями, и сауной, и куча света в доме. Удовольствие, я так думаю, будет не из дешевых. Клининг закончен. Смотрите, все чистенько, они тут напидорили весь дом. Обзор начинаем. Поднялись на второй этаж. На втором этаже у нас есть курилка. Так, чуть-чуть обжито, 2 карематика, доска, пепелка. С вот таким видом. Вид, ну, вы сами напишите, как по-южному вообще выглядит. Или, ну, чуть-чуть серенько, да, немножко в такую погоду. Вот здесь уже организовалось такое пространство, я не знаю, типа коворкинг. Можно сюда с ноутбуком сесть, посидеть, поработать. Розетки есть, свет есть. Чуть-чуть, конечно, в этом доме немножко прохладно, именно вот в эту погоду, но терпимо. Итак, поднимаемся на 3-й этаж. На 3-м этаже сразу покажу балкон. Тёма здесь хочет заниматься йогой. Вполне, да, уже все это происходит, здесь занятия провожу. Да. Пока что еще групповые не начал, потому что сейчас пройдет дождик, и уже будет посуше, и будет очень комфортно. А здесь как бы продолжение получается на балкон. Оп. Здесь у нас еще есть гостевой, получается, туалет. Даже кондей гостевой. Да, и вот этот кондиционер, кстати, непонятно, зачем он тут можно будет. Не знаю, может быть, здесь какое-то пространство используют в то время, когда будет жарко. Потому что часто мы кондеем не пользуемся, но здесь 6 месяцев в году выше 30 градусов. Ну да. Ладно, пока Тёмыч занят, покажу вам свою комнату. Так. Добро пожаловать. Это как раз у меня выход есть на балкон. И моя комната, ребят. Свет уже сделал здесь я. Немножечко такой дизайн минималистичный. Здесь пока что нет никакой мебели. Только вот шкаф. И, по сути дела, все, ноутбук на полу. Пока что непонятно, как тут работать. И выход еще вот сюда. Одно окно с видом
на деревню, поля. Вот смотрите, вон там. Вообще, вот вокруг этого дома мы обнесены кладбищем. Вон там кладбище, вон там кладбище. Короче говоря, по сути дела, этот дом это как церковь, а вокруг кладбища. Ну такая здесь атмосфера. Потом с крыши покажу еще вам здесь, как все выглядит. Там очень красиво. Так, кстати, напишите в комментариях, как вам вообще дизайн света, который я здесь создал. По-моему, стало уютно и достаточно стильно. Всего лишь 3 светодиодные ленты, которые я вожу с собой везде. В каждый отель, куда въезжаю, делаю какой-то разнообразный вот такой световой дизайн. Напротив еще одна комната. Это комната Вита. Ну, тут особо смотреть нечего, тоже все минималистично, без мебели, кровать, окно и туалет. Продолжаем. Путешествие по дому. Ну что, заходим. Здесь комната с двух сторон. Там, где у тебя, там балконы есть, а здесь нет балкона. Ну, в общем, здесь тоже прикольно, здесь нет балкона. О, нифига себе. Нет, я вот первый раз захожу, смотрю, офигеть, ну так у тебя вообще тут прям целая джакузи. Да. Ну так чисто, знаешь, лепестки роз, вот это вся Да, прелесть. Что, ты хоть раз повалялся в ней? Нет еще. Кругом, у меня 5 лет ванны не было. Я вообще не знаю, что с ней делать. Блин, ну ты смотри, это просто джакузи, она тут Ну дойдет, я думаю, до какого-то момента. мраморная. Да, Офигеть. она большая. Я вчера ее набрал, но здесь бойлер, он, блин, такое количество воды, это надо подобрать момент, когда все Ага. И наполнить ее. А так, видишь, комната, в принципе, не то, что прям супер. Ну да, ну уютно. Классно, уютно. Светлая комната. Зацени вид. А, вот они, кстати, цитрусовые деревья. Это не цитрусовые там дальше находятся, Ага. но эти тоже мы можем взять. Это все наш хозяин выращивает. Да. Ну, может, сходим за мандаринкой Да, заодно? да, можем. Где-то вон там вдалеке мандариновые деревья. Да, принести бы мандаринку было бы классно. И я бы даже в комнату себе поставил бы пару больших цветков. Мгм. Может быть, мы можем взять 5-6 на дом по таких больших. Да, было бы круто. Так, это Еще комната- одна комната. Номер 4, получается. Да, это комната Антохи. Вот такая вот комната, и здесь обалденные балконы. Да, вот эта комната отличается. Здесь еще круто. Здесь Она более вытянутая. можно даже вот так. Ого. Вообще. Да, кайф. Кайф. Так что постепенно. Сейчас, конечно, мокро, но вот когда по суше будет, Да, будет будет хорошая прям погода. комфортно. К сезону готовимся. Свежий воздух. Вот это очень классная комната. Антоха себе урвал. Конечно. Душ, туалет. Ну и получается вот, 4 комнаты вам уже показал, еще осталась 5-я комната, там живет Таня, она находится на 1-м этаже, я не знаю, Таня что-то не хочет особо сниматься, и, наверное, комнату свою тоже показывать вряд ли захочет. Да, Вита я уже показал комнату. Да, пойдем последний этаж, на 4-й. Смотрите, какая высота, офигеть. Мы, получается, как в многоэтажке реально живем. Здесь даже есть немножко такой угар таблички, чтобы не потеряться, где выход находится. Итак, поднимаемся на крышу. Здесь мастерская Вита. Вита здесь, на самом деле, творит свои штуки. Ему надо будет сейчас еще из дерева сделать себе стеллажи какие-то, там, верстаки. Вот. А здесь классный балкончик. Правда, сейчас тоже очень мокрый. Так, на крышу попозже чуть поднимемся. И вот это отдельная зона, которая заслуживает отдельного внимания. Вот такая чильная. Сейчас убирались, вот у нас здесь большой климатик, мы еще ждем 2 больших матраса. Здесь прям был чил, а здесь, естественно, вот сауна есть. Сауна. Ху-ху. Мы уже попарились в ней. Да, она прям Очень кайфовая. Она достаточно маленькая, но так 2-3 человека туда помещаются. Разогревается до 110 градусов уже было финально. Это было прямо очень горячо. Так что в сауну, я надеюсь, сегодня мы тоже зайдем, погреемся. И вот здесь такой, как бы, круговой балкончик. Здесь надо тоже чил сделать по-любому. Да, вот сюда тоже какая-то зона есть. И, по сути дела, все. Домина, я бы сказал, не дом. Да, реально, самый большой дом на районе здесь. Его, в принципе, видно. Это круто, что так получилось найти такой дом, что я 2 месяца прям вот ни на что не соглашался, пока вот этот дом прям такой, да, надо сюда, надо сюда. Ну да, сколько ты домов посмотрел, да? Много домов посмотрел, реально, пообщался с разными агентами, поездил, посравнивал. И да, вот этот дом стоит того, чтобы в него хорошо вложиться, обустроить его месяцок-другой, все сделать, сезоны. Вау, вот это начнется. Прикинь, да? Сколько можно всего производить в таком пространстве. Да. Самое главное для творчества, чтобы было место. И здесь всем будет место, все смогут что-то делать. Я думаю, все очень хорошо поднимутся. Че, посмотрим, как это пространство раскачается. Это... Запомните, каким этот был дом
до, и, я не знаю, потом какой-нибудь видос надо будет так На Новый год посмотрим уже, какой будет. полгода вперед. И здесь уже будет, мне кажется, вообще все по-другому. Просто обжито. Конечно. Ну что, работа здесь непочатый край, на самом деле. Так что будем вам показывать, делиться. Тут на самом деле можно и видео поснимать, как он делает всякие штуки, и музыку, и йогу, и всякое остальное. Есть, наконец, плацдарм для контента. Здесь будут проходить у Тёмыча постоянные стримы на первом практики, этаже. музыкальные занятия 2 раза в неделю будем проводить по вечерам. Йоговские практики, и стримы, и монтажи, и все вместе. Слушай, что, может на крышу поднимемся, пока поднимемся. дождик не зарядил? Покажем, как вообще выглядит здесь район вокруг. Вот здесь тоже прикольная зона, такой как бы балкончик. Ожидаем, мы заказали сюда ice bath, то есть Ледяную ванну. ванну, да. Поэтому ожидаем ее, как раз есть слив, очень удобно. Но здесь надо, конечно, что-то сделать с полом, чтобы куда-то сливалось что-то. И дальше. Так, ну что, залезаем на крышу. Потом, я надеюсь, Вита сделает лестницу. Ништяк. Уху! Крыша мира. Вид на огороды, кладбища и дома. На самом деле, как оказалось, здесь во Вьетнаме кругом очень много кладбищ. Они просто даже незаметны. Так с первого взгляда и не скажешь, что это кладбище. Это дорога в Дананг. Да, дорога к пляжу идет. И там, в принципе, Дананг. И он находится вот где-то вот там. Обычно виднеются огромные здания подсвеченные. Но сейчас просто, поскольку все затянуто тучами, как видите, немножко не до них. В общем, такой прикольный закатно-рассветный спот. Обалденно, чувствуешь себя очень высоко, и при этом достаточно защищенно, потому что крыша большая. Да, да. Очень круто, что можно залезть сюда. Какой-то даже есть это такой скат, как-то лавка. Да, я чувствую, что здесь прикольно было бы видосик записать на гитарке, сесть Ага, поиграть, знаешь, с ага. таким видом, поставить штативчик. Так, кладбище здесь совсем рядом, они везде хоронят всех прям рядом с домом. Посмотрите, это похоже кладбище нашего хозяина. Представляешь, какие здесь большие семьи в Вьетнаме, что нужно свое кладбище иметь, чтобы всех было где Ну да, а похоронить. куда его девать, конечно, на своей земле и хоронишь. А, крейзи. Ну, вообще, Покажи в общем, покажи достаточно апельсиновые чисто. деревья, Ага. мандаринки. Так, апельсиновые деревья, идем к ним. Вот, посмотрите, вот это не апельсиновые, а да, мандариновые деревья. И мы можем взять одну из них домой. Хотим поставить его прямо в прихожей, будет нам за место елки. Да. А так вообще у нашего хозяина здесь очень много растительности. Сейчас я вам покажу. Больших кустов, которые вырастут во что-то. А вон там еще маленькие растения. Посмотрите, как их много. Это вот 2 линии. И вот еще тоже растения. То есть плюс те мандарины. Плюс за мандаринами там еще есть поле. Там вон тоже куча растений. Так что семья такая хорошая держит этот домик. Построила его. У них много бизнеса с растениями. И плюс у них здесь еще магазин продуктовый. Прям на районе у нас ближайший. Они там постоянно тусуются. Там такой митинг-поинт на районе тоже. Так что дождик немножко капает. Но так, самую малость. Я думаю, после сауны это лучший спот вообще в доме, где можно так посидеть, на рассвет надо как-то заставить себя встать пораньше. Да. Это практически невозможно. Я думаю, что мы просто как-нибудь тусуемся до рассвета. Да. На Новый год или еще. Спускаемся. Немножко экстремальный даже, может быть, чуть-чуть заход сюда на крышу. Но это того стоит. Ну что, по сути дела, весь дом показан. Хоромы не маленькие. Будем наблюдать, как здесь будет проходить наша жизнь. О, наш хозяин. Hello. Хозяин хаты. Сейчас покажем мне, как правильно воду включать. Ребят, тут еще такой интересный есть момент в доме. В общем, вот эта вся система водяная. И стоит 4 огромных фильтрующих баллона, которые фильтруют воду во всем доме. По факту в каждом кране течет питьевая вода. И, в принципе, можно вообще не фильтровать. Вода действительно вкусная. Система освещения воды. Проведу специальный ритуал. Мы достанем кого-нибудь почитать. Кадилу неси, кадилу. Есть стиралка, это самое главное. Еще заказали сушилку, так что можно будет сушить вещи, потому что сейчас пока что, ну вот так вот вещи не сохнут практически.
На улице 100% влажность. Ну что, неплохой такой домик. Я здесь останусь, не знаю насколько, думаю, что может быть месяцок здесь повешу с ребятами, а потом отправлюсь дальше в свое путешествие. Как раз взял для этого палатку, и надо себя как-то заставить это сделать. Пока что непонятно, как с транспортом быть. Может быть, я скину свои основные вещи здесь у ребят дома и отправлюсь налегке где-нибудь попутешествую. Хочется побольше находиться на природе. Ну и, конечно, в этой части Вьетнама погода, сами видите, какая. Не особо комфортно будет выбираться куда-то с палаткой. Поэтому нужно обратно будет ехать на юг. А куда на юг ехать, я пока что не знаю. Но, честно, ребят, я в Муйне поснимал немного. И, видите, я вот так вот телепортнулся просто с одного видоса в другой уже в Хайан за 700 километров практически. Так что обязательно хочу вернуться в Муйне и подумаю, может быть, действительно я обратно отсюда после Нового года поеду в Муйне, потому что там пустыня, и мне очень хочется сходить в эту пустыню как раз с палаткой, чтобы пожить там, поготовить еды, немножечко понаходиться в такой дикой среде обитания, без людей, со своими мыслями, пофилософствовать, поразмышлять над будущим своим, что делать, куда идти, как жить и всякое такое. Ну а сейчас, пока светло, уже записываю концовку. Вот показал немножечко вам дом. Надеюсь, все ясно, понятно, как здесь все будет происходить. Мы будем с вами смотреть. Наблюдайте за Тёмычем на его канале Джесс Сензен. Ссылку оставлю в описании. Там будут постоянные стримы, в которых тоже я, может быть, буду участвовать. Свои стримы тоже буду проводить, скорее всего, отсюда. Посмотрим, друзья. Спасибо за просмотр. И раз уж в преддверии Нового года, то хочу всех вас поздравить с наступающими праздниками, пожелать вам только самого лучшего, прекрасного в новом году. Любви, добра, счастья и света. Как обычно, классически вам всем хочу пожелать. Ну а я буду продолжать записывать видосы. Не знаю про что, потому что в Хайяне в такую погоду я, если честно, совсем не знаю, о чем вообще я буду снимать. И, если честно, не хочется даже выходить из дома в такую погоду, потому что дома комфортно, сухо, а снаружи мерзко, и не очень мне это все нравится на самом деле. Ну что ж, друзья, еще раз спасибо за то, что посмотрели этот видос. Пошел я его уже потихоньку начинать монтировать. Всех еще раз с наступающим. Скоро увидимся. Пока. Еще у нас вечерний квест. Отправляемся на поиски мифического вьетнамского мандаринового дерева. Уже темнеет, да, все такое красно-пурпурное. Открываем новый. Раз, и мы уже в чьих-то садах. Пока что он не подозревает еще, сколько мы хотим всего взять, но я вот таких бы взял домой штук 6. Ну, да. И вот то мандариновое дерево, и еще плюс нам нужны маленькие горшки, еще много. Да, будет вообще красота. Вот они, мандаринчики. Так, ну что, я предлагаю выкупить одно мандариновое дерево, прямо чтобы с него срывать мандарины и есть их. Мне кажется, они и так будут падать, ну, осыпаться. То есть, Да не, это ж прикол, что они всегда свежие. Ты подходишь, хоп, мандаринку сорвал, оно когда смотри. созревает, видишь, оно Офигеть. Оно само падает. То есть... Ты что? Я сорвала. Улики, блин. О, нифига, они прям пахнут. Все, мы в мандариновом раю. Это будет лучшая елка, которая только может придумать. Немножечко мы сразу так. 4, все равно они тут опадают. Да, Смотрим, Все равно, да, когда тут падает. Мандарины прям с куста. такого не смотрели. Гринч даже не чистит. Они немного кислые, но Ладно, ты целиком не нормально. С цедры. С цедры кедра. сила Огонь. природы. Кислючий. Надо выбирать нормально. Ну, может, они немножко... Хороший. Хороший? Надо выбирать, короче, нормально. Смотри, они вообще гниют. Вон, упало, смотри сколько. Они их даже не собирают. Оп. Ну, тут хорошенький, походу, сделал. Попробуем землицы. Ой, еще кислее. Блять. У тебя нормально. Гринч, короче, оплевался с этими мандаринами. Но они такие, для картинки, для запаха, мне кажется, больше. Я думаю, чтобы они были съедобные, надо еще подождать. Посмотри, Да, пол да. дерева зеленое.
Ну, вообще, знаешь, это Эти как только начали. взбодриться. С утреца спускаешься, с елки срываешь, так как вместо кофе эспрессо утреннего. Такой. В общем, нормальный у них промысел. Я думаю, что эти все мандаринки потом продаются здесь, на местных рынках. А помимо мандаринок, у них здесь что еще есть? Ну вот эти какие-то кусты. Там еще целое поле вон есть дальше. Ну что это такое, непонятно. Тоже какие-то цитрусовые деревья. Может, это лимоны, еще не выросшие. Пошла жара, все, елку выносят. Есть, пролезли. Ставь его. Вот это ель. Happy New Year, я. Зашло. Они даже немножко в замешательстве. Они думали, что мы вот здесь оставим этот горшок, а Тёмыч такой дверь открывает, говорит, давай, заноси внутрь. Мандаринчики. Давай, давай, давай. Широкую на широкую. Просто дерево, сколько оно весит, я не знаю. Килограмм, наверное, 200. Только полы помыли, да? Блин, вот это угар. Обживаемся, ребята. Я решил, чем мелочиться, взять себе Лучшая елка на Новый год. Встал как родной, как будто все время здесь это дерево стояло. Вот, один уже упал, мандаринчик, так. Иди-ка сюда, родимый. О, да, пацаны. Ну что, прям по-новогоднему так сразу стало. Ну что, елка есть, теперь нужно ее украшать. Мишура, гирлянды и шарики. Я не знаю, я предлагаю покрасить вот эти мандарины в красный цвет. Повесил уже первую игрушку елочную на наше мандариновое дерево. Это тоже мандарин, который я покрасил сверху еще краской. Так что все органика, все натурально. Деревья все прибывают и прибывают. 7 кустов принесли вот этих, смотри. 2 пальмы. Вот это все, вот мы принесли только что сейчас. Вот это все. И куда это все Внутрь. ставить? Я 2 себе в комнату поставлю, будет красиво, говорить.